Свобода, ведущая за собой. Толя Ящер в 70-х хиповал. Молодые нищие художники, талантливые, обреченные, никогда не иметь ни персональных выставок, ни мастерских, потому что не изображали доярок и столеваров, не малевали плакаты с камнелицами-революционерами. Короче, всячески противоречили своим творчеством системе, были подопечными Ящера. Ведь картина без рамки – это несерьезно, а рамки Толя мог сделать из чего угодно. Совершенно естественно, Толя влился в движение и благодаря своей яркой индивидуальности очень быстро стал известной личностью. Когда он побрел по необъятным просторам 1/6 части суши в Бурятию посмотреть буддийский монастырь, то за полгода стал человеком-легендой. Ящером его, правда, дразнили и в школе. По паспорту Толя значился Ященко. Силы в нем было немерено, гвозди гнул. Так что и странный прикид, и длинные патлы, и менты, и дружинники как бы не видели. Однажды после хорошего заказа, у Ящера руки были золотые, когда найденный на помойке комод из красного дерева обрел первозданный шик и роскошный вид, Толя заскучал. Он возился с заказом как каторжный, но комод увезли, другой работы не было, и Ящеру стало скучно. Почти все друзья разъехались по югам, а Толя решил махнуть во Львов. Львов всегда был немного за границей, а в 70-е это ощущалось намного сильнее. Кто-то из художников рассказал ему про группу «Вуйки», про то, что на днях будет их выступление в Святом Саду, и Толя решил, что надо обязательно их послушать, если повезет. Свободолюбивый Ящер чувствовал, как его внутренний компас указывает направление запад. Автостопом путешествовать не стал. Видя на дороге 2-метрового амбала, потлатого и свирепого на вид, водители ударяли по газам и мчались от Ящера, как от черта в ступе. Толя пошел на вокзал за билетами. Отстояв 2 часа, услышав о деградации молодежи, отсутствии Сталина и приближающемся конце света, он все-таки дождался своей очереди. Но прямо перед ним, налетая салом крепкая золотозубая кассирша, повесила табличку «Перерыв 10 минут» и выплыла из своей билетной клетки. Когда через полчаса она заплыла обратно, то Толя выдал ей такой спич, что сам испугался. Тетка из нежно-румяной сделалась багровой синевой. Но молча выдала ему билет. Толя мельком взглянул и поразился. В прошлой жизни тетка была индейцем майя. И Львов, и номер вагона, и место написаны были так, что никто и никогда понять не сможет. Но Толя не огорчался. Смутило, что номер поезда незнакомый, да и время отправления другое. Но летом часто вводят какие-то дополнительные поезда, и Толя не стал уточнять. Суета, сборы и сотня мелких бытовых дел, а также непонятно откуда взявшиеся заказчики, прущие к нему весь день, поспособствовали тому, что Ящер запрыгнул в последний вагон набирающего скорость поезда. Проводница все норовила его столкнуть, но Ящер держал в зубах билет, а ручищами вцепился мертвой хваткой в поручни. Билет проводница, похожая на золотозубую кассиршу, как 2 капли воды, выдрала у Толи и милостиво пропела: «Давай залезай, пройдешь 3 вагона. Тебе повезло, что нумерация с хвоста. Вот ты чучело». Последняя фраза относилась к внешнему виду Ящера. Толя прошел 3 вагона, нашел свое место и рухнул на полку. Сил не было совсем. В 4 часа утра его разбудила проводница. «Через 10 минут подъезжаем. Билет тебе надо?» Толя подорвался с полки, сгреб свои вещи, забежал в туалет, на его счастье туалет был не заперт, умылся, проснулся от прохладной воды, припахивающей сероводородом, и когда поезд остановился, он вышел и огляделся по сторонам. Что-то явно шло не так. Он решительно не узнавал Львов. Подойдя ближе к зданию вокзала, до Толи наконец дошло. Льгов горели подсвеченные электричеством буквы. Налетая салом кассирша, отомстила Ящеру изощренно. Толя, предчувствуя, что встреча в Святом Саду накрылась медным тазом, вошел в здание вокзала и направился к кассе. Ближайший поезд на Киев отправлялся поздно вечером. Впереди был целый день, и как его провести, Ящер не имел ни малейшего понятия. Со вчерашнего утра он толком ничего не ел, но буфет не работал, а когда в почти пустом здании вокзала у него 3-й раз спросили документы, Толя решил пойти обозреть окрестности.
Может встретиться по дороге магазин какой-нибудь, жрать хотелось неимоверно. Больше часа бродил по Льгову Толя. Льгов неохотно просыпался, кое-где уже суетились дворники, алканавты выруливали на привычную орбиту, даже двое в трениках, потрясывая тощими задницами, бежали от инфаркта навстречу вечной молодости. Толя заметил продовольственный магазин. Магазин открывался в 7, и около входа уже топтались бодрые пенсионеры. Чтобы не повышать им давление, и так высокое, ящер сел на лавочку и закурил. Скоро к магазину подъехал фургон, и так запахло свежим хлебом, что он чуть не потерял сознание. В 7 часов дверь магазина открылась. Убогий ассортимент: хлеб, соль, консервы, бычки в томате и морская капуста. Купил батон, бычки в томате, печенье, какие-то тянучки и бутылку ситро. За магазином на травке он так быстро все проглотил, что не ощутил вкуса. Даже в сон потянуло. Но Толя вскочил, отряхнул брюки и пошел дальше знакомиться с окрестностями. Еще через час он присел на лавочку в скверике перед каким-то институтом. Находился по городу и решил отдохнуть. Какая-то девушка быстро-быстро шла по дорожке, и каблучки стучали часто-часто. Вдруг каблук у нее поехал в сторону, и девушка рухнула на землю. Какие-то балбесы загоготали, растянулась слепошарая. Толе стало так жалко эту наглаженную, причесанную девчушку. Он подошел к ней, протянул руку, помог встать. Девушка попросила его посмотреть, где ее очки. Очки, вернее то, что от них осталось, валялись в траве. Девушка заплакала, как будто очки – это фамильное сокровище. Толя попытался ее успокоить, но девушка еще сильнее зарыдала. «Я без них не вижу ничего. Только контур, только пятна. А запасные дома. А я домой не дойду». «Так я провожу, пойдем», – предложил Толя, и девушка нехотя согласилась. Прошли 3 квартала, очутились на тихой улочке, застроенной маленькими домиками. Частный сектор. Девушка остановилась нерешительно у калитки, выкрашенной ядовито-желтой краской. Видно было, что колеблется, приглашать или не приглашать Толю войти. Толя это понял и решил попрощаться, но девушка сказала: «Проходи». Пока она суетилась, искала очки, налетая то на стул, то на угол тумбочки, Толя осмотрелся. На стене портреты Николая Островского, Маяковского и вырезка из журнала «Картина Эжена де Лакруа. Свобода, ведущая народ». Девушка вышла в запасных очках. Она смотрела на Толю так, как будто он убил всю ее семью и сжег город Льгов дотла. Ты же враг! Ты враг!» У незнакомки затряслись губы. «Ты разрушаешь нашу страну! Ты хочешь, чтобы нас захватили капиталисты! Ты подонок!» «Боже, какой позор! Меня с тобой видели все соседи, подумают, что мы знакомы. А у меня не может быть ничего общего с таким мерзавцем, с таким подонком, с выродком, с врагом!» Она зарыдала. «Вон! Убирайся вон!» Ящер указала, что она сейчас набросится на него, как бешеная собака. «Дура ты припадочная! Ничего хорошего не может быть там, где все одинаковые, где все одинаковое. И если человек другой, не похожий на всех, это не значит, что он плохой. Я никому не мешаю жить. И пусть никто не мешает жить мне. Жить так, как мне нравится. Ты Маяковского прикнопила к стенке. А что ты знаешь о нем? О его желтой кофте, о его редиске в петлице. Я подонок? А та урла, что гоготала над тобой, когда ты разбила очки, они хорошие? Только потому, что у меня длиннее волосы? Ты дура!» Думал Толя, пристально глядя в глаза девушки. Та была напугана своей вспышкой и его тяжелым молчанием, но вслух ящер не сказал ничего, только сплюнул и ушел в развалочку. Он до позднего вечера старался сильно не светиться, посмотрел 3 раза в кинотеатре «Центровой» из Поднебесья, в перерывах пил в буфете плохой кофе с булочками и курил на крыльце. Так и закончился этот несчастный день. А в Святой Сад ящер все-таки успел и с вуйками познакомился. Эта история вспомнилась ему совершенно неожиданно через 40 лет, когда он ехал в метро в гости к своей дочке. Перед ним стояло существо неопределенного пола, с серьгой в носу, с зелеными волосами, в коротких джинсах и кроссовках на босу ногу. Под мышкой существо держало складной самокат, в ушах гарнитуры, а в руках планшет. «Чучело», – подумал Толя.
Он изловчился и заглянул в планшет. Тогда, когда любови с нами нет, тогда, когда от холода горбат, достань из чемодана пистолет, достань и заложи его в ломбард. Купи на эти деньги патефон и где-нибудь на свете потанцуй. В затылке нарастает перезвон. Ах, ручку патефона поцелуй. Да слушайте совета скрипача, как следует стреляться сгоряча, не в голову, а около плеча. Тут существо, девушка, кстати, и весьма хорошенькая, посмотрела ему в глаза и озорно подмигнула. И Толя вспомнил безумное лето 76-го, Льгов, Святой Сад и то, что так хотел сказать, но не сказал той другой яростной девице, что украшала свою комнату изображением свободы, предпочитая тюрьму и темницы. Толя улыбнулся и пошел к выходу. Следующая была его остановка.